Здравствуйте, друзья! Что скрывает сирийская история? История Сирии – история территории, на которой находится Сирийская Арабская Республика. Около 10 тысяч лет до нашей эры Сирия стала одним из центров докерамического неолита, где впервые в мире появились скотоводство и земледелие. В третьем тысячелетии до нашей эры на территории Сирии существовал семитский город-государство Эбла, который входил в круг шумеро-аккадской цивилизации. Одной из ярких эпох его ранней истории были X-XIII века до нашей эры, когда после завоевательных походов царей Резона I и Тапримона город Дамаск стал центром могущественного арамейского царства, сделавшегося вскоре гегемоном всей Сирии. В 739 году до нашей эры ассирийские отряды сумели взять Арпад, Сирия. В 738 году до нашей эры они также захватили еще 19 сирийских городов. В этих условиях сирийские владетели забыли о своих распрях и сплотились вокруг нового дамасского царя Резона II. Александр Великий после битвы при Иссе двинулся в Сирию, вместо того, чтобы преследовать Дария. Парменион захватил в Дамаске весь обоз персидской армии, а сам Александр занял Финикию. Таким образом, Сирия в 332 году до нашей эры вошла в состав Македонского царства. В 635 году нашей эры Сирия была опустошена и затем завоевана арабами, после чего значительная часть арамейского населения обращена в ислам. В 660-750 годах, когда Дамаск служил резиденцией халифов, благосостояние Сирии вновь стало подниматься, но с упадком Дамасского халифата страна обеднела. В 1260 году пришедшее в упадок государство аюбидов подверглось нашествию монголов под предводительством Хулагу-хана, который овладел Халебом и Дамаском, но был остановлен силами мамлюков во главе с султаном Кутузом в сражении при Айн-Джалуте на севере Палестины. Под египетским господством Сирия находилась до завоевания ее в 1517 году султаном османов Селимом I. При османах Сирия была разделена на 4 провинции во главе с губернаторами, которые напрямую подчинялись стамбульской администрации. Во время Первой мировой войны арабы, в основном из Хиджаза, вместе с англичанами участвовали в освобождении Сирии от османов. Когда же арабская армия во главе с Фейсалом ибн Хусейном в октябре 1918 года вступила в Дамаск, она была встречена как освободительница. В 1920 году Франция получает в Сан-Ремо мандат на управление Сирией и начала наступление от побережья на восток своей 60-тысячной армией. Вскоре французы вступили в Дамаск и изгнали Фейсала с его 8-тысячной армией. 17 апреля 1946 года Сирия получила полную независимость от Франции. В 1958 году Сирия попыталась объединиться с Египтом и образовалась Объединенная Арабская Республика. В 1973 году во главе республики стал Хафез аль-Асад. После смерти Хафеза Асада президентом Сирии стал его сын Башар аль-Асад. В 2011 году в Сирии вспыхнуло восстание. Но вернемся к истории. Доисторический период. Артефакты со стоянок Латамне в Хаме и Мейра эль-Мейхрах в Эль-Коума выделяют в особый тип ашельской культуры Леванта, Восточного Средиземноморья, известный также как Фация Латамне. Останки архантропа возрастом 0,45-0,5 миллионов лет известны с местонахождения на Даюэ Айн-Аскар в районе Эль-Коума. В пещере Деди-Рьех, находящейся в долине реки Африн, найдены останки нескольких неандертальцев. Около 10 тысяч лет до нашей эры Сирия стала одним из центров докерамического неолита А, где впервые в мире появились скотоводство и земледелие. Для последующего докерамического неолита Б характерны прямоугольные дома мурейбетской культуры. В эпоху докерамического неолита местные жители использовали сосуды из камня, гипса и обожженной извести. Находки обсидиана, происходящего из Анатолии, свидетельствуют о древних торговых отношениях. 11 тысяч лет назад
община в Тель-Карасса стала родоначальником сельского хозяйства. Открытия являются старейшими свидетельствами о домашнивании 3 видах зерновых, 1 вид ячменя и 2 вида пшеницы – полба и спельта. Поселение Тель-Халула в 9-8 тысячелетии до нашей эры на севере Сирии имело площадь 8 гектар. Исследование ДНК жителей Тель-Халула и Тель-Рамат на юге Сирии показало, первые европейские поселения основали жители Ближнего Востока. Древнейшие известные на сегодняшний день ископаемые останки одомашненной коровы сделаны на раннеолитическом поселении Джади-эль-Мугара в Северной Сирии и относятся к 8 тысячелетию до нашей эры. Калиброванные же радиоуглеродные даты составляют 10650-10250 лет назад. Молекулярно-генетический анализ данных находок позволяет сделать вывод, что все поголовье нынешних коров произошло от 80 туров, прирученных в поселениях Джаде-аль-Мугара и Чайоню-Тепеси в южно-восточной Турции. В 5 тысячелетии до нашей эры на севере современной Сирии существовала халавская культура, которая враждовала с убайдской культурой и была ею поглощена. В Северной Месопотамии начало городской жизни можно увидеть в Нагаре, ныне Тель-Брак, в северной части Сирии. К 3800 году до нашей эры город имел большие здания, обширные мастерские и предполагаемое население 20 тысяч человек, не считая его пригороды. Первым значительным поселением на юге Месопотамии был Эриду, около 3700 года до нашей эры. В эпоху позднего неолита и раннего бронзового века важную роль играли города Хамукар и Эмар. Дамаск расположен в центре оазиса Гута, простирающегося с севера на юг на 25 километров, а с запада на восток на 16 километров. Первые упоминания о нем известны около 2500 лет до нашей эры, хотя археологические раскопки показывают, что городское население жило здесь уже в 4 тысячелетии до нашей эры. Помимо земледелия, местные жители издревле занимались торговлей. Этому способствовало чрезвычайно выгодное местоположение города на краю восточной пустыни, вблизи 2 судоходных рек, в точке, откуда расходились дороги на запад, юг и восток. В связи с этим Дамаск играл важную роль во всей многовековой истории Сирии. В тени древних цивилизаций в 3 тысячелетии до нашей эры на территории Сирии существовал семитский город-государство Эбла, который входил в круг шумеро-аккадской цивилизации. Он наследовал традиции неолитической революции, писали клинописью. С юга тревожили амореи, с севера наступали хуриты. Впоследствии на территории Сирии образуется аморейское государство Ямхат, конец которому кладет нашествие хеттов. В 17 веке до нашей эры в зоне взаимодействия вторгшихся с Балкан индоевропейцев хетты и цивилизации Месопотамии местные племена хуритов формируют государство Митанни. Предположительно, на месте городища Тель-Фехерия находилась Вашшукани, Хошкани, столица хуритского государства Митании. В 15 веке до нашей эры Сирия подвергается нашествию египетского фараона Тутмоса I. Арам. Одной из ярких эпох его ранней истории были 10-13 века до нашей эры, когда после завоевательных походов царя Резона I и Тап-Римона город Дамаск стал центром могущественного арамейского царства, сделавшегося вскоре гегемоном всей Сирии. Это главенствующее положение сохранялось и при их потомках. В начале IX века до нашей эры сын Тап-Римона Бен-Хадад I воевал с царством Израиль и отторг у израильтян часть Северной Галилеи. Но спустя несколько десятилетий гегемонии Дамаска стали угрожать стремительно усиливающиеся ассирийцы. Впервые они собрали дань с правителей Сирии в 859 году до нашей эры. Чтобы успешнее противостоять врагу, местные владетели решили объединить свои силы. Сыну Бен-Хадада I, Бен-Хададу II удалось создать мощный антиассирийский союз, в который вместе с ним вошли цари Хаматский, Израильский, Арвадский, Амонский и некоторые другие. В 853 году до нашей эры под стенами года Каркара
на берегу реки Аронт, произошла ожесточенная битва. Она была очень кровопролитной, но закончилась безрезультатно. Некоторое время спустя ассирийский царь Салмансар III опять вторгся в Сирию, осадил Дамаск, но взять его не смог. Однако опасная для ассирийцев коалиция сирийских и палестинских правителей сохранялась недолго. Вскоре между израильским царем Ахавом и Бен-Хададом II началась война. В сражении при Ремот-Гилеаде в 850 году до нашей эры израильтяне были разбиты, а Ахав был убит. Затем в 1843 году до нашей эры умер и сам Бен-Хадад II. Один из его приближенных, некто Азаил, воспользовавшись тем, что царь был болен, придушил его одеялом и сам захватил власть. В 834 году до нашей эры 120-тысячное ассирийское войско во второй раз подступило к Дамаску. Царь Ассирии Салмансар III обнаружил, что сирийцы заняли позиции на горе Сенере, одной из горных вершин Ливана, и окопались там. Ассирийцы сумели разбить сирийское войско, а сам Азаил вынужден был бежать в Дамаск. Ассирийцы окружили город и вырубили рощи в его окрестностях. Салмансар III смог захватить большую добычу, но взять город не удалось и на этот раз. Азаил, царь сирийский, смог сохранить престол после ухода ассирийцев и некоторое время спустя начал войну с израильтянами. Сирийцы были удачливы и фактически сумели превратить израильского царя Иоахаза в своего вассала. Но в 802 году до нашей эры ассирийцы опять напали на Сирию. Возглавлявшему поход Адад-Мирари III удалось наконец разбить сирийцев и захватить их столицу Дамаск. Ассирийцы полностью разграбили город и получили огромную добычу. Азаилу пришлось признать себя вассалом Ассирии. Но он опять смог удержать престол и правил до 796 года до нашей эры. Сын Азаила Бен-Хадад III несколько раз воевал с израильским царем Иегоашем. Но все вроде бы неудачно. Израильтяне отобрали у сирийцев обратно все ранее утерянные ими города. Сын Иегоаша, Иеровоам II, продолжал теснить Дамаск и даже захватил обширные сирийские территории, в число которых, возможно, входила вся долина Бекаа. Следующий ассирийский царь, Тиглат-Паласар III, задумал расширить границы своего государства и с этой целью начал завоевание в западном направлении, то есть в сторону Сирии. В 739 году до нашей эры ассирийские отряды сумели взять Арпад. В 738 году до нашей эры они также захватили еще 19 сирийских городов. В этих условиях сирийские владетели забыли о своих распрях и сплотились вокруг нового дамасского царя Резона II. Союзником сирийцев был царь Израиля Факей, а также цари Газы и Эдома. Но силы сирийцев явно уступали Ассирии. В 734 году до нашей эры Тиглат-Паласар III завоевал Израиль, а в 733 году до нашей эры ассирийцы взяли Дамаск. Город был сильно разрушен, мощь сирийцев была подорвана. Царь Резон II был схвачен и казнен ассирийцами. Царство его стало ассирийской провинцией. После этого большая часть арамейского населения была насильно переселена во внутренние районы Ассирии. На смену ассирийцам пришли евреи и халдеи, а затем персы. Античный период. После битвы при Иссе Александр Великий вместо того, чтобы преследовать Дария, двинулся в Сирию. Парменион захватил в Дамаске весь обоз персидской армии, а сам Александр занял Финикию. Таким образом, Сирия в 332 году до нашей эры вошла в состав Македонского царства. По смерти Александра Великого Сирия сначала принадлежала Антигону, который в битве при Иссе в 301 году до нашей эры лишился царства и жизни, а Сирия досталась Селевку Никатору, при котором она достигла своего высшего развития. Границы сирийского государства доходили до Окса, ныне Амударья, и Инда. Селевк и сын его Антиох Сатер основали целый ряд эллинистических городов – Селевкия на Тигре, Селевкия на Ауронте, Антиохия и другие. Эти вновь основанные города сделались главным орудием смешения национальности, религии, языка и культуры, так как жители их состояли из македонян, греков и туземцев. Преемники Селевка не были в состоянии удержать за собой господство над огромной территорией.
В их руках с начала II века до нашей эры осталась только Сирия. В 83 году до нашей эры Тигран II, царь Великой Армении, завоевал Сирию, изгнал последних селевкидов и присоединил к своему государству остатки Сирийского царства. В 64 году до нашей эры, после победы Помпея над Митридатом VI и Тиграном II, Сирия сделалась римской провинцией, причем к ней была присоединена и Иудея. Римские проконсулы всячески добивались управления Сирией. Антиохия скоро сделалась важнейшим городом провинции Азии и третьим городом всей Римской империи. Так как Антиохия находилась внутри страны, то гаванью для нее служил город Селеуция Пиера. Как в Антиохии, так и в остальной Сирии образованные слои общества по-прежнему говорили по-гречески и сохранили греческие нравы и обычаи. Сирия постоянно страдала от вторжений парфян. При ослаблении Римской империи на территории Сирии появилось Пальмирское царство. При восточно-римских императорах Сирия падала все больше и больше и, наконец, сделалась добычей сарацинов. Средневековая история. В 635 году Сирия была опустошена и затем завоевана арабами, обратившими значительную часть арамейского населения в ислам. В 660-750 годах, когда Дамаск служил резиденцией халифов, благосостояние Сирии вновь стало подниматься, но с упадком Дамасского халифата страна обеднела. Крестовые походы сделали Сирию театром непрерывных военных столкновений в течение 2 веков. Здесь образовалось Антиохийское княжество. В 1187 году египетский султан Саладин завоевал Сирию. В 1260 году пришедшее в упадок государство аюбидов подверглось нашествию монголов под предводительством Хулагу хана, который овладел Халебом и Дамаском, но был остановлен силами мамлюков во главе с султаном Кутузом в сражении при Айн-Джалуте на севере Палестины. Османский период. Под египетским господством Сирия находилась до завоевания ее в 1517 году султаном османов Селимом I. При османах Сирия была разделена на 4 провинции во главе с губернаторами, которые напрямую подчинялись стамбульской администрации. В XVIII веке в Сирии усилилось французское влияние. На побережье высадились солдаты Наполеона. В 1833 году египетский хидив Мехмед Али завоевал Сирию, но в 1840 году вследствие вмешательства европейских держав принужден был вернуть Сирию обратно Турции. В конце 1850-х и начале 1860-х годов вспыхнули кровавые распри между друзьями и маронитами, потребовавшие посылки французского корпуса и закончившиеся основанием на Ливане полуавтономной области маронитов. Развитие индустриального общества в Европе способствовало упадку местных ремесел и проникновению европейского капитала. Проект Великой Сирии. Из Европы через движение младотурок в Сирию проникают идеи национализма, которые приобретают панарабскую окраску. Во время Первой мировой войны арабы, в основном из Хиджаза, вместе с англичанами участвовали в освобождении Сирии от османов. Когда же арабская армия во главе с Фейсалом ибн Хусейном в октябре 1918 года вступила в Дамаск, она была встречена как освободительница. Город был объявлен резиденцией независимого правительства всей Сирии, которое воспринималось как возрождение Дамасского халифата. Фейсал I в 1919 году ездил на конференцию в Париж, тщетно пытаясь добиться признания прав династии хашимитов на власть над Арабским Востоком. Вернувшись в Сирию, он объявил себя королем Сирии, созывал дважды панарабские конгрессы в Дамаске, выработал проект Конституции в 1920 году. Он не учел, что Великобритания за его спиной договорилась отдать Сирию Франции в обмен на отказ от богатой нефтью области Мосула. Французский мандат. В 1920 году Франция получила на международной конференции в Сан-Ремо мандат на управление Сирией и начала наступление от побережья на восток своей 60-тысячной армией. Вскоре французы вступили в Дамаск и изгнали Фейсала с его 8-тысячной армией. В соответствии с франко-турецким договором 20 октября 1921 года Александрецкий Санджак был выделен в особую автономную административную единицу внутри французского мандата, так как в нем помимо арабов и армян
проживало значительное количество турок. В 1925 году друзы из Джебель-Друза подняли восстание против французов. В октябре 1925 года лидеры национального движения организовали восстание в Халебе и Дамаске, подавленное после 2 дней артиллерийских обстрелов Дамаска, в результате которых погибло около 5000 сирийцев. Восстание друзов французы смогли подавить только в 1927 году. В 1930-х годах была введена в действие новая конституция, которая подтверждала контроль Франции над страной, но предусматривала наличие выборного президента и однопалатного парламента. 7 сентября 1938 года на северо-западе Сирии на территории Александретского Санджака образовалось государство Хатай, которое 29 июня 1939 года было аннексировано Турцией. Подавление британцами восстания арабов в Палестине раскололо националистов и правящую коалицию. Воспользовавшись этим обстоятельством, французы вновь ввели в Дамаске чрезвычайное положение. И в 1939 году Верховный комиссар приостановил действие Конституции, распустил парламент и арестовал наиболее активных лидеров национального и рабочего движения. В ответ, в знак протеста, президент страны 7 июля 1939 года ушел в отставку. Был распущен парламент, отменена Конституция, и для управления внутренними делами французскими властями был создан так называемый Совет директоров. После капитуляции Франции в 1940 году в Сирии начались перебои с хлебом, сахаром и бензином. В феврале 1941 года национальный блок, во главе которого встал Шукри Куалтли, организовал забастовку, которая продолжалась в течение 2 месяцев, что вынудило Верховного комиссара правительства Виши распустить назначенный ранее Совет директоров. Вместо него был сформирован комитет во главе с умеренным националистом Халедом Аль-Хаземом, управляющий Сирией до 1941 года, когда войска Великобритании и Свободной Франции заняли страну и восстановили действие Конституции. Между Шукри Куатли, администрацией Свободной Франции, и британскими представителями было достигнуто соглашение, в соответствии с которым в июле 1943 года в Сирии были проведены новые парламентские выборы. На них победил Национальный блок, преобразованный в Национальный патриотический союз, получивший подавляющее большинство мест в парламенте. Номинально Сирия стала независимым государством в 1945 году, когда было объявлено о создании национальной армии. Страна вступила в ООН, а также приняла участие в создании Лиги арабских государств. Однако полная независимость была достигнута лишь после окончательного вывода французских и британских войск, завершившегося 17 апреля 1946 года. Эта дата стала национальным праздником Сирии, днем эвакуации. Современная Сирия. Появление государства Израиль в 1948 году и последующая за ним арабо-израильская война привела к острому политическому кризису. В 1949 году в Сирии в результате 3 военных переворотов сменилось 3 диктатора – Хусни Аз-Заим, Сами Аль-Хиннави и Адиб Аш-Шишкали. В 1958 году Сирия попыталась объединиться с Египтом, в результате чего образовалась Объединенная Арабская Республика. Но в 1961 году, после очередного военного переворота, Сирия заявила о выходе из состава ОАР. В результате переворота в 1963 году Сирия оказалась под властью лидеров партии Баас, партия арабского социалистического возрождения. В Баас достаточно быстро верх одержала националистическая фракция с ориентацией на тотальный социализм, близкий к советской модели. Вскоре социалистический акцент в экономике был смягчен, но за этим последовал военный переворот 1966 года. Курс на укрепление роли госсектора в экономике был продолжен. Основную оппозицию Баас составляли исламисты. В 1976-1982 годах в стране происходили организованные исламистские массовые выступления и террористическая борьба против Баас, получившая название Исламского восстания. Конституция 1969 года определила Сирию как демократическую народную социалистическую республику с плановой экономикой, с ограниченной рамками закона частной собственностью. 16 ноября 1970 года в результате военного переворота был свергнут президент Салах Джадид.
и президентом республики в 1971 году стал Хафез аль-Асад, чье правление фактически являлось диктатурой. Явный советский уклон сирийского руководства был уравновешен реверансами в сторону ислама. Арабо-израильские войны в 1967 году и 1973 способствовали увеличению роли Сирии в общем противостоянии. В годы правления Хафеза Асада Сирия стремилась ограничить влияние Израиля в регионе. Под контроль Израиля перешли сирийские Голландские высоты, однако своеобразной компенсацией за эту потерю стал почти полный политический контроль Сирии над Ливаном, установленный во время гражданской войны в этой стране. В 1976-1982 годах в Сирии произошла серия вооруженных выступлений исламистов-суннитов, по преимуществу членов организации «Братья-мусульмане». Атаки исламистов были направлены главным образом против правящей партии Баас, а также против мусульман-алавитов. Так как президент страны и многие ответственные деятели государства партии Баас, служб безопасности Сирии, были представителями этой общины, наиболее известным эпизодом восстания был штурм правительственными войсками города Хама в 1982 году, в результате которого, по разным оценкам, погибли от 17 до 40 тысяч человек. После смерти Хафеза Асада в 2000 году президентом Сирии стал его сын Башар аль-Асад. Политика Башара Асада отличается большей мягкостью и гибкостью по сравнению с его отцом. В 2005 году он согласился вывести из Ливана сирийские войска и даже дал согласие сотрудничать со следователями ООН, подозревавшими сирийские спецслужбы в убийстве бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Будучи временным членом СБ ООН, Асад пытался предотвратить эту войну, но затем неожиданно поддержал позицию США. Тем не менее, впоследствии США обвиняли Асада в поддержке террора в послевоенном Ираке. В 2008 году Россия, США, ЕС, Израиль и Франция обвиняли Асада в материально-технической поддержке военизированных групп противников Израиля – Хезболла, Хамас, Исламский джихад, признанных террористическими организациями в ряде стран мира. В 2011 году в Сирии начался вооруженный конфликт, в ходе которого часть территории страны была захвачена различными антиправительственными силами. В 2014 году радикальные исламисты основали собственное государство ИГИЛ, столицей которого сделали город Ракка. Быстрые территориальные завоевания в Ираке и Сирии в течение первой половины 2014 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского правительства Российская Федерация вмешалась в гражданскую войну в Сирии, начав военную операцию в этой стране. 14 апреля 2018 года Израиль, Америка, Англия и Франция совершили военное нападение на Сирию, преследуя свои цели по уничтожению свободных стран мира. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.